На следующий день Марин учит его водной магии, проводя ногой по земле, чтобы вызвать небольшой поток воды. Когда приходит очередь Ллойда, ему удается лишь слегка увлажнить землю, и он выглядит очень довольным собой. Но Марин не впечатлена, и чтобы показать ему, как выглядит настоящая водная магия, она одним щелчком пальцев обрушивает на него огромную волну. Со временем Ллойд продолжает усердно изучать новые заклинания всех стихий, а Марин сурово наказывает его, когда он ошибается. К зиме Ллойд настолько продвинулся в обучении, что может без труда встряхнуть снежную скульптуру Марина, но, как обычно, Марин берет скульптуру под контроль, хватает Ллойда и резко увеличивает ее, чтобы показать, как на самом деле выглядит настоящее мастерство управления льдом. В конце концов скульптура рушится, и Ллойд падает в снег, но это только заставляет его усерднее тренироваться. Однажды утром Марин лежит на диване, страдая от похмелья после вчерашней пьянки. Ллойд заходит проверить ее и, желая помочь, кладет руку ей на лоб и использует свою исцеляющую магию, чтобы облегчить боль. Через несколько секунд Марин чувствует себя лучше, садится, тихо вздыхает и тепло обнимает его в знак благодарности за исцеление. На мгновение Ллойд думает, что наконец-то заставил ее гордиться им, но она тут же хватает его за руку, говорит, что пора продолжить обучение, и тащит его обратно на улицу, как будто ничего не произошло. Так продолжается несколько месяцев, пока однажды вечером Марин не начинает читать старую книгу, которая вызывает у нее болезненные воспоминания. И как раз когда она собирается ее отложить, Ллойд стучит в дверь, чтобы позвать ее на ужин, и книга выскальзывает у нее из рук и падает перед Ллойдом. Ллойд наклоняется, чтобы поднять ее, но как только его пальцы касаются книги, в его разум вливаются древние знания, и он теряет сознание. Марин быстро подбегает к нему и понимает, что он обладает чертами избранного. После этого она укладывает его в постель и нежно целует в лоб, накладывая заклинание Агила, чтобы контролировать его силу. Она помнит боль от того, что произошло раньше, и не хочет, чтобы он стал высокомерным из-за своих способностей, как когда-то она. На следующий день Ллойд продолжает обучение, и на этот раз Марин ведет его в лес, чтобы попрактиковаться в белой магии, где объясняет, что она предназначена для помощи другим. Ллойд направляет свою силу на один фрукт и заставляет его созреть и стать сочным, за что получает одобрительный кивок от Марина. Чтобы показать ему, как много ему еще предстоит сделать, она кладет руку на дерево и произносит свое собственное заклинание, заставляя все дерево покрыться свежими листьями и плодами. В тот вечер, помогая ему с учебой, Марин рассказывает ему об орках, которые используют редкую магию для управления монстрами. Но когда Ллойд натыкается на отрывок о древней магии и спрашивает о ней, выражение ее лица становится жестким, и она говорит ему, что ему не нужно это знать. Во время одной из тренировок Марин говорит Ллойду мгновенно вызвать магический посох, но когда он реагирует слишком медленно. Она бьет его своим посохом и говорит, что каким бы сильным он ни стал, он не должен лениться. Ллойд внимательно слушает и обещает сосредоточиться и никогда не относиться к тренировкам легкомысленно. Позже, тем же вечером, Марин начинает рассказывать ему о магических камнях и объясняет, что это твердые куски маны. Настолько мощные, что они могут превратить все, к чему прикоснуться, в еще больше магических камней, включая людей. Несколько месяцев спустя Марин ведет Ллойда вглубь леса. Дает ему маленький нож и говорит, что у него есть неделя, чтобы выжить в одиночку и найти дорогу домой, используя только свою магию. Прежде чем он успевает задать какие-либо вопросы, она убегает и исчезает среди деревьев, оставляя его одного. Вскоре после ее ухода из кустов выскакивает огромный волк и бросается на него, и Ллойду едва удается забраться на ближайшее дерево, чтобы избежать нападения. Он знает, что как белый маг он не может сражаться с чем-то настолько сильным, поэтому его единственный выход — найти безопасный путь домой, не наткнувшись на других монстров. Когда он использует магию, чтобы просканировать местность, он понимает, как далеко он забрел, и у него нет другого выбора. Он начинает пробираться через лес шаг за шагом. Когда наступает ночь, он использует это время, чтобы изучить свои заклинания и постепенно улучшать их, комбинируя то, что он уже знает, чтобы усилить свою магию, увеличить скорость и чувствовать монстров поблизости. После нескольких долгих дней путешествия он случайно ломает ветку под ногой, и звук привлекает внимание огромного паука, прячущегося неподалеку. Его сердце бешено колотится, когда он разворачивается и бежит, используя заклинание скорости, чтобы убежать как можно быстрее. И после долгого и изнурительного путешествия он, наконец, возвращается домой и падает прямо у двери. Когда Марин находит его лежащим там, она понимает, как тяжело ему пришлось, и впервые по-настоящему гордится тем, как далеко он продвинулся. Проходит несколько лет, и однажды днем, когда Ллойд убирает в доме, он замечает открытую книгу на столе Марина, в которой говорится о далеком городе. Ему становится любопытно, и он спрашивает, можно ли ему взять ее, и она разрешает. К этому времени Ллойд уже почти закончил обучение, поэтому Марин больше не дает ему ежедневных уроков, хотя все еще обращается к нему за помощью с новыми заклинаниями. Он не жалуется, но после бессонных ночей, проведенных за ее магическими экспериментами, недостаток сна начинает сказываться на нем. И мысль о жизни в обычном городе становится все сильнее, поэтому в конце концов он решает действовать. Однажды утром Марин поднимается наверх, собираясь позвать его на очередной эксперимент, но когда она открывает дверь и видит, что его там нет, она замечает открытую книгу на столе. И по отмеченным страницам понимает, куда он ушел. После долгого путешествия Ллойд наконец добирается до города и сразу же поражается тому, насколько он оживленный и полный жизни. Он тратит последние деньги на буханку хлеба и быстро понимает, что у него нет денег и ему нужно найти работу. В этот момент ему в лицо прилетает листовка с рекламой для искателей приключений, и не раздумывая, он решает подать заявку. Все, что мы видим, это человек в плаще, наблюдающий за ним издалека. В итоге его забирает герой Ален.
И после того, как Ллойд присоединяется к его команде, его отправляют на задание по уничтожению гигантского циклопа. Когда начинается битва, циклоп становится все агрессивнее, и Ален просит целительницу Шину восстановить его здоровье. Прямо перед тем, как она произносит заклинание, Ллойд молча использует мощное усиливающее заклинание, которое увеличивает характеристики всей команды, не говоря ни слова. Через мгновение лучник попадает циклопу в глаз, а Рена блокирует один из его ударов щитом, удивляясь, как легко она его остановила. Это дает атакующему магу достаточно времени, чтобы связать циклопа своими лозами и, не задавая вопросов о внезапном усилении. Ален бросается вперед, чтобы прикончить монстра сильным финальным ударом, полностью уверенный, что победа была его заслугой. Но Рена начинает подозревать, что Ллойд как-то причастен к этому. Когда циклоп побежден, команда возвращается в город, где Алена встречают как героя. Люди выкрикивают его имя и хвалят за то, что он победил монстра, с которым никто не мог справиться. Награда за задание оказывается огромной, но когда они возвращаются в особняк, Ален протягивает Ллойду всего 5 золотых монет и говорит, что это потому, что он всего лишь новичок Диранга, но Ллойд не спорит и молча берет деньги. Позже, когда Ален поднимает тост за победу, Ллойд извиняется, говоря, что не любит пить. Майя, рыжеволосая волшебница, кажется обижена его решением уйти, но Ален отмахивается и говорит, что это не важно, потому что они всегда могут найти другого белого мага. И Ллойд все равно не особо помог. Позже той же ночью человек в плаще приходит к двери Марин, и она сразу узнает его голос. Она приглашает его войти и спрашивает о Ллойде, и он говорит ей, что Ллойд благополучно добрался до города и уже присоединился к команде Алена. Мартин благодарит его за то, что он пришел, и говорит, что Ллойду пора набираться опыта, пока он не стал слишком самоуверенным, как когда-то она. Затем она спрашивает, сожалеет ли он о том, что произошло тогда. Выражение лица Марин становится напряженным, когда она вспоминает тот день, когда все пошло не так. Она не ожидала, что повелитель демонов уничтожит себя, чтобы заполучить гримуар. И эта единственная ошибка привела к разрушению всей деревни, убив всех, кто был рядом, включая ее саму. Но в последние мгновения их спутница Сибил использовала запретную древнюю магию, чтобы обратить вспять нанесенный ущерб и вернуть всех к жизни, что стоило ей жизни. С того дня Марин не переставала винить себя. Вернувшись в город, Ллойд продолжает поддерживать команду героев, незаметно усиливая их во время сражений, когда дела идут плохо. Благодаря его магии команда выигрывает битву за битвой, всегда выходит победителем, но почти без потерь, хотя никто из них не понимает, что это все благодаря ему. Во время одного из сложных заданий группа сталкивается с могущественным Минотавром, и когда он уже готов нанести Алену сильный удар, Лоа использует свою магию на Рене, давая ей достаточно сил, чтобы отразить атаку и отбросить монстра назад. Это дает Шине время исцелить Алена, а маг ловит Минотавра своими лозами, позволяя Алену прикончить его одним ударом. Позже, той же ночью, Рена сидит в своей комнате и читает книгу по защитной магии, когда входит Ален и спрашивает, что она делает. Она объясняет, что в последнее время атаки монстров не так сильно бьют по ее щиту, как раньше, и она хочет понять, почему. Ален смеется и говорит, что заметил то же самое, но решил, что это его природный талант наконец-то проявился. Рена, однако, замечает, что он вообще не тренировался, так что что-то не сходится. Тем временем в ту ночь в глубине леса на группу стражников нападает гигантский земляной голем, когда они заканчивают патрулирование. На следующее утро капитан стражи приходит к Алену и просит его о помощи, объясняя, что патрульный отряд был уничтожен големом недалеко от границы. Он также упоминает, что этот район известен своей деятельностью на черном рынке, и, возможно, это как-то связано. Ален без колебаний соглашается, говоря, что раздавить несколько камней не составит труда. Позже, в тот же день, Ллойд использует свою магию слежения, чтобы отвести группу вглубь леса, где они находят пещеру, скрытую за водопадом. Внутри они легко побеждают голема, но прежде чем они успевают расслабиться, демон, прячущийся в тени, использует магический каменный посох, чтобы призвать еще одного голема из камней наверху. Ллойд быстро накладывает на Лулу усиление и говорит ей стрелять в демона. Она колеблется, ведь Мэтт привык подчиняться его приказам, но все равно стреляет и попадает в цель. Затем он поворачивается к Мио и просит ее телепортировать посох к нему. Она выглядит неуверенной, но делает это и наблюдает, как он запечатывает магию посоха, прежде чем она нанесет еще больший ущерб. Тем временем Ален все больше раздражается, явно недовольный тем, что Ллойд продолжает командовать. Чтобы доказать, что он все еще лидер, он сам бросается на голема, игнорируя предупреждение Ллойда о том, что без контроля демона он нестабилен. Когда голем уже готов раздавить его, Ллойд увеличивает скорость и отбрасывает Алена в сторону. Но вместо того, чтобы поблагодарить его, Ален кричит на него за то, что он помешал, а затем снова бросается вперед, чтобы нанести последний удар. Когда они возвращаются в город, Ален откидывается на спинку стула и говорит Ллойду, что увольняет его за бесполезность и то, что он только и делает, что стоит сзади. Ллойд не спорит и соглашается, и после того, как Марин годами твердила ему, что у него нет таланта, часть его уже поверила в это, так что увольнение не стало для него неожиданностью. С разбитым сердцем он уходит, не сказав ни слова, а остальные смеются ему вслед, кроме Рены, которая молча смотрит ему вслед. В течение следующих нескольких дней Ллойд ищет новую команду, но в большинстве групп уже есть белый маг или они просто не видят причин брать его к себе. После того, как ему снова и снова отказывают, он сдается и сидит один возле гильдии, чувствуя себя совершенно бесполезным. И тут он слышит, как кто-то кричит на стойке регистрации. Розоволосая девушка умоляет администратора найти ей белого мага, но персонал говорит, что ее условия слишком специфичны.
Она говорит, что подойдет любой, и администратор замечает Ллойда, сидящего неподалеку, и указывает на него, говоря, что он свободен. Услышав это, девушка подходит, берет его за руку и говорит, что он пойдет с ней. Накануне Ю и ее команда отправились на задание по уничтожению банды бандитов под названием «Грязные ублюдки». Когда команда в последний раз обсуждает план, их белый маг Клэм выглядит рассеянной, как будто ее что-то беспокоит. После короткой воодушевляющей речи бойцы бросаются в бой, а их маг Силика взрывает врагов огненным шаром. Но поскольку для следующего заклинания нужно время, бандиты бросаются на нее, но их мгновенно уничтожают лучники команды, стреляющие сверху. Ю прорывается сквозь остальных, как зверь, уничтожая врага за врагом. И когда один из них прыгает на нее сзади, танк вовремя вмешивается, чтобы отразить удар. Нападавший насмехается над ним, называя его слабым, но, получив усиление от магии Клэм, он отбрасывает бандита, как мешок с картошкой. На выступе толстый гном наблюдает за битвой, недоумевая, откуда у них такая сила. И тут Ю внезапно появляется позади него и догадывается, что он главный. Он смотрит на ее ожерелье и понимает, что она авантюристка с ранга, но все равно пытается сохранять спокойствие, призывая свое главное оружие — гигантского голема, поднимающегося из-под земли. Команда быстро замечает, что его тело сделано из материала, который блокирует магию и стрелы, но Ю не дрожит и вкладывает всю свою силу в свой двуручный меч. Хотя удар едва царапает панцирь голема. Понимая, что ей нужно больше силы, она зовет Клэм, чтобы та отвлеклась от своих мыслей и попросила ее усилить ее. И как только ее характеристики повышаются, она рассекает голема, как будто это пустяк. После боя Клэм извиняется за то, что отвлеклась во время такой серьезной битвы, но вместо того, чтобы разозлиться, Ю спрашивает, как дела у ее сестры Сильви. Услышав это, Клэм мрачнеет и тихо говорит, что ей нужно уйти из команды. Примерно в то же время Ллойд третий день пытался найти новую команду. Когда Ю заметила его в гильдии и сразу же пригласила в свою группу, не дав ему возможности спросить, что происходит. Когда она возвращается, остальные удивляются, что она так быстро вернулась, думая, что она не могла так быстро найти белого мага. Но прежде чем кто-то успевает что-то сказать, она указывает на Ллойда и говорит, что он присоединяется к их команде. Дело в том, что она ничего не объяснила Ллойду, и он просто стоит в замешательстве. Ю замирает на секунду, когда понимает, что даже не знает его имени, поэтому Ллойд представляется Дагу, Танку, Кроссу, Лучнику и Силе, Магу. Ю гордо улыбается и говорит, что она лидер, но Ллойд тихо напоминает ей, что он никогда не соглашался присоединиться к их команде. Остальные не удивляются, потому что это не первый раз, когда Ю приводит кого-то без предупреждения. Кросс говорит, что им, наверное, стоит отменить задание, потому что они не смогут его выполнить без Клэм, и какой-то случайный белый маг не сможет ее заменить. Даже Силика мягко просит Ю отпустить это, но Ю отказывается и говорит, что не бросит клиента, которому нужна помощь. Ллойд предлагает поручить задание другой команде, но Силика объясняет, что это задание ранга А, и ни одна из других команд ранга А не свободна. Их команда имеет ранг С, поэтому они подходят, но без зарегистрированного белого мага они не могут принять задание. Правила гильдии не допускают временных замен, и времени осталось мало, так что у них нет выбора. Ллойд хочет помочь, но слова Алана эхом звучат в его голове, и он не может представить, что такой человек, как он, может быть в такой команде. Пока он сомневается в себе, Хью говорит, что они готовы, если Ллойд окажется сильным, и, не дожидаясь ответа, она выводит его на поляну и просит показать, на что он способен. Ллойд замирает, уже представляя их разочарованные лица, когда они увидят, какой он слабый. Даг замечает его нерешительность и просит Ю дать ему четкое задание. Она просит Ллойда наложить магию усиления на всю команду сразу. Ллойд недоуменно моргает, думая, что это слишком просто, но она настаивает, что это все, что он должен сделать. Когда он спрашивает, серьезно ли она, Ю отвечает, что если он справится, она позволит ему присоединиться. Ллойд тихо вызывает свой посох из воздуха и произносит заклинание без слов. Остальные смотрят на него не только из-за усиления, но и из-за того, как он вытащил посох из воздуха, как Гудини, и как быстро он его произнес. Сначала Ю ничего не чувствует, поэтому она решает проверить сама и одним ударом меча срубает гигантское дерево, как будто оно сделано из мягкого масла. Вся команда замолкает. Кросс говорит, что его тело стало легче, а Даг спрашивает, действительно ли это было мультизаклинание. Ллойд признается, что он не просто использовал усиление силы, но и добавил защиту, скорость и выносливость на всякий случай. Остальные продолжают молча смотреть на него, и Ллойд принимает это за разочарование. Он быстро извиняется, говоря, что знает, что недостаточно силен, чтобы заменить настоящего белого мага ранга А, и собирается уйти. Но Хью хватает его за руку и говорит, чтобы он остановился, потому что она ни за что не отпустит такого человека, как он. Увидев, на что способен Ллойд, Ю начинает задавать ему несколько вопросов, и во время разговора он упоминает, что раньше был в команде Алана, одной из 4 признанных команд героев в королевстве. Ллойд быстро добавляет, что это не имело большого значения, объясняя, что они взяли его только потому, что думали, что у него есть потенциал. Но позже выгнали, когда решили, что он недостаточно силен. Кросс недоверчиво качает головой, а Силика говорит, что никогда не видела такого талантливого мага, как он. Даг замечает, что никогда не встречал никого, кто мог бы наложить столько разных заклинаний усиления одновременно. Но Ллойд не придает этому большого значения и говорит, что наверняка есть люди сильнее его, а затем мягко предлагает им попросить их старого белого мага вернуться. Ю на мгновение замолкает, а затем говорит ему, что Клэм не вернется, потому что ее младшая сестра серьезно больна и нуждается в постоянном уходе. До недавнего времени Клэм справлялась с этим, выполняя задания с командой днем и ухаживая за сестрой ночью, но это постепенно изматывало ее.
и она начала терять концентрацию во время сражений. Когда стало настолько плохо, что она начала отключаться посреди боя, она решила уйти из команды, пока не стала обузой. Никто в команде не хотел ее отпускать, но все понимали и уважали ее решение. Вот почему они пытались найти кого-то нового, хотя заменить ее оказалось почти невозможно. Они справлялись с некоторыми заданиями без белого мага, но миссии ранга А слишком опасны без надлежащего лечения, и они уже рискуют, пытаясь обойтись без нее. Ллойд видит, как много Клэм значит для команды, и, желая помочь, спрашивает, что за болезнь у ее сестры. Хью говорит, что он не знает подробностей, только то, что тело Сильвии медленно превращается в магический камень. Это сразу привлекает внимание Ллойда. Он помнит, что читал, что магические камни могут заразить все, к чему прикасаются, и он искал способы обратить этот эффект вспять. Думая, что у него есть решение, он просит отвезти его к дому Клэм. Клэм удивляется, когда они появляются у ее двери, но приглашает их войти. Ллойд мягко спрашивает, как началось состояние Сильвии, и Клэм объясняет, что они вместе путешествовали, когда она нашла сестру без сознания и не знала, что случилось. Она ведет их в комнату Сильвии и предупреждает, чтобы они приготовились. Как только она открывает дверь, на них обрушивается волна темной маны. Когда Клэм откидывает одеяло, части рук и ног Сильвии уже превращаются в камень. Ллойд подходит и просит осмотреть ее. Клэм сомневается, что он сможет что-то сделать, но он объясняет, что если Сильвию ранил магический камень с высокой плотностью маны, это могло вызвать трансформацию. Он спрашивает, была ли в пещере, которую они исследовали, сильная мана, и Клэм подтверждает это. Затем Ллойд проверяет ее состояние и подтверждает свою теорию. Должно быть, магический камень попал в ее тело и испортил ее ману. Он говорит, что ему нужно вывести из нее лишнюю энергию, одновременно исцеляя ее. Клэм сомневается, но Ю говорит ей довериться ему. Ллойд начинает произносить заклинание. Процесс идет интенсивно. Он вытягивает волну за волной испорченную ману из тела Сильвии, медленно исцеляя ее, чтобы она не потеряла сознание от потери маны. Клэм спрашивает, какое заклинание он использует, потому что оно ей незнакомо, и Ллойд говорит, что это его собственное изобретение. Оно неэффективно, но позволяет ему сжигать лишнюю ману, одновременно исцеляя. Через несколько минут тело Сильвии начинает приходить в норму. Каменная поверхность исчезает, и ее мана стабилизируется. Когда заклинание заканчивается, Ллойд падает на колени от усталости, но оно сработало. Сильвия впервые за много лет открывает глаза, и Клэм плачет, увидев, что ее сестра очнулась и жива. Когда солнце начинает садиться, Клэм благодарит Ллойда за все и говорит, что она решила остаться с сестрой, а не возвращаться в команду. Хотя Ю немного расстроена, она уважает это решение. Когда они расходятся, Клэм улыбается Ллойду и говорит, что рада, что у ее старых друзей теперь есть такой надежный человек, как он. Ллойд говорит, что все еще не чувствует себя достойным, но Клэм говорит ему перестать думать и просто следовать зову сердца. Вечером команда снова собирается в таверне. Силика и Дагус все еще в шоке от того, что Ллойд действительно вылечил Сильвию, хотя его постоянные сомнения в себе заставляют тебя стукнуть его по голове. Он признается, что немного расстроен, что Клэм не вернется, но остальные напоминают ему, что ее счастье важнее всего остального. Услышав их добрые слова и увидев, как искренне все благодарны, Ллойд постепенно начинает избавляться от горечи прошлого. Вспомнив совет Клэм, он наконец-то прислушивается к своим желаниям и спрашивает, готовы ли они принять его в команду. Оказывается, все надеялись, что он спросит. Поэтому, когда он это делает, они без колебаний принимают его. Ю официально объявляет его одним из них и говорит, что они устраивают вечеринку в честь его вступления, нравится ему это или нет. Вечеринка начинается с того, что все поднимают кружки с пивом, и Ю объявляет, что ужин за их счет, и говорит ему есть столько, сколько он захочет. Впервые в городе к нему так хорошо относятся, и Ллойд не сдерживается. Он с жадностью ест, опустошая тарелку за тарелкой, совершенно потрясенный тем, насколько все вкусно. Остальные в замешательстве смотрят на него, удивляясь, почему он так восхищен обычной едой в таверне. Для них в этом нет ничего особенного. Но для Ллойда вкус просто невероятный, и он задается вопросом, неужели все, что он ел в детстве, было таким невкусным? Когда его спрашивают, какую еду он ел раньше, Ллойд отвечает, что в основном это были лесные травы и грибы, а иногда мясо монстров, если ему удавалось что-то поймать. К сожалению, еда его хозяина была не намного лучше, чем ингредиенты. Ты смеешься и спрашиваешь, каким был его хозяин, ведь тот, кто научил его магии, должен был быть впечатляющим. Силика спрашивает, была ли она тоже белым магом, и Ллойд признается, что никогда не думал об этом. Камори вспоминает, что она была скорее боевым магом и постоянно что-то взрывала во время своих экспериментов. Силика удивляется, что такой человек мог научить Ллойда магии поддержки, тем более, что его хозяин не был белым магом. Она вслух задается вопросом, каково это было — быть ее учеником, но Ллойд сразу же отвергает эту идею. От одних воспоминаний о тех тренировках у него по спине бегут мурашки. Кросс шутит, что его учитель, похоже, был довольно строгим, но Ллойд настаивает, что у нее была и мягкая сторона, вспоминая редкие моменты, когда она обнимала его, не поджигая. Как только все успокаивается, ты сразу же возвращаешься к делу и начинаешь обсуждать стратегию. Но Дагус напоминает ей, что Ллойд до сих пор не знает, в чем заключается задание. Ты признаешь, что она немного упустила детали, сказав, что не очень хорошо умеет объяснять. Но Дагус говорит ей, чтобы она перестала бездельничать и хоть раз повела себя как настоящий лидер. Она вздыхает, достает лист с заданием, и Дагус вместо нее читает его. Их миссия — остановить группу монстров, которые уничтожают посевы на фермах. Странно то, что это не один вид монстров. Ллойд поднимает бровь, говоря, что это почти невозможно.
потому что разные виды никогда не объединяются, но Дагус пожимает плечами и говорит, что так сказал клиент. Ю сжимает стол и говорит, что они должны помочь жителям деревни, несмотря ни на что. Кросс соглашается, но отмечает, что если появится целый рой, такие бойцы, как он и Юи, будут бесполезны, потому что они специализируются на нанесении урона по одной цели. Силика упоминает, что хотя ее заклинания широкого радиуса действия сильны, у нее недостаточно маны, чтобы постоянно их использовать. Она смотрит на Ллойда, надеясь, что он сможет помочь, но он с некоторым сомнением признает, что его атакующие заклинания тоже не очень сильны. Дагус кивает и излагает план. Они с Юа соберут монстров в одну большую группу, а Силика уничтожит их одним мощным взрывом. Тем временем Ллойд и Кросс будут прикрывать их. Силика уже представляет, как она использует все свои способности с помощью Ллойда, но Ллойд просит ее не ждать слишком многого. Он напоминает им, что в прошлой группе его бросили из-за слабости. Ю говорит ему, чтобы он не сдавался, а Кросс говорит, что лучше иметь дело с честным человеком, чем с самоуверенным, который лезет не в свое дело. Это немного подбадривает Ллойда. Когда группа заканчивает встречу, поджаривая тебя как обычно, они собираются возвращаться. Ллойд тихо уходит в другом направлении, но Дагус замечает это и спрашивает, почему он не идет в таверну. Ллойд неловко объясняет, что у него нет денег, и последние несколько ночей он спал на улице. Дагус сначала ничего не говорит, а потом бросает ему небольшой мешочек с монетами и говорит, что они вычтут их из его будущей зарплаты. Ллойд благодарит его и обещает сделать все возможное. Дагус улыбается и говорит, что с нетерпением ждет, когда увидит, на что способен новый парень. На следующее утро он, как обычно, просыпается поздно и обнаруживает, что вся группа уже на улице. Ее удивляет, что ни у кого нет рюкзаков. Оказывается, Ллойд сложил все в свое пространственное хранилище. После того, как он складывает ее снаряжение, девушки начинают восхищаться тем, какой он полезный. Поэтому Ллойд предлагает научить их пользоваться магией хранения, ведь у каждого есть достаточно маны для этого. Дагус с трудом в это верит, но Ллойд говорит, что это вполне возможно после небольшой тренировки. Кросс мечтает о том, сколько стрел он сможет носить, а Силика с трудом сдерживает волнение. Прежде чем они отправятся в путь, ты кружишься как Барби, потому что после бафа Ллойда ты полна энергии. Позже они добираются до более глубокой части леса, где Дагус объясняет, что за этими горами находится Микратия, также известная как страна демонов. Они давно не нападали, но никто не знает, когда они снова попытаются захватить континент. Когда они переходят через шаткий веревочный мост, группа начинает чувствовать себя немного неуютно. Поэтому УФП и Ю решают, что сейчас самое время начать игру, в которой каждый должен отвечать на ее странные загадки еще более странными ответами. Пока остальные придумывают глупые ответы, Ллойд молчит. Ю поворачивается к нему с широкой улыбкой и говорит, чтобы он расслабился и пошутил. Он спокойно объясняет, что его учитель никогда не учил его искусству шутить, поэтому он не знает, как это делать. Кросс смеется и говорит ему, чтобы он перестал думать об этом и просто выкрикивал все, что придет ему в голову. Но Ллойд напрягается, как будто это настоящий экзамен, и ты вздыхаешь. Она напоминает ему, что нет смысла играть, если он воспринимает это всерьез, потому что смысл в том, чтобы выпустить пар, когда становится напряженно. После этого она задает вторую загадку, и остальные члены команды снова начинают выкрикивать нелепые ответы. Ллойд совсем теряется и извиняется, говоря, что он слишком тупой, чтобы притворяться тупым. И это, наконец, заставляет всех почувствовать, что он свой. Пока они смеются, сцена переходит к фигуре в мантии, стоящей на коленях перед черным, как смоль, камнем, излучающим искаженную ману. Тем временем на берегу реки группа разбивает лагерь на ночь. Ллойд достает все их припасы из хранилища, а девушки падают на траву, обливаясь потом и едва в силах пошевелиться. Ю пытается уговорить Дагуса позволить ей не работать, но он отказывает ей и напоминает, что у них еще много дел. Логан предлагает помочь, чтобы Ю и Силика могли отдохнуть. Когда он идет в лес за дровами, он замечает на соседнем дереве золотой плод, похожий на тот, который Марин когда-то использовала для демонстрации исцеляющей магии. Он откусывает кусочек и снова начинает вспоминать ее, но внезапный крик возвращает его к реальности. Крики доносятся от Джуви и Силики, которые оказались в углу между огромным Василиском и краем водопада. Не теряя ни секунды, Ллойд бросается к обрыву и на бегу запускает огненное заклинание, не раздумывая, скатываясь вниз по склону. Его огненный шар попадает прямо в Василиска, отвлекая его внимание от девушек. Он кричит им, чтобы они возвращались на твердую землю, и встает между ними и монстром. Одним плавным движением он достает из хранилища меч, Ю и посох Силики и бросает их им, одновременно накладывая на них быстрые исцеляющие заклинания. Змея бросается вперед, готовая вонзить зубы в Ллойда, но Ю бросается на нее и разрубает пополам еще до того, как ее ноги коснутся земли. Василиск отчаянно бьется в предсмертной агонии, но Силика добивает его, запустив огромный огненный шар, который испепеляет монстра одним ударом. Заклинание попадает так сильно, что даже она выглядит ошеломленной собственной силой, усиленной заклинанием Ллойда. После битвы Ю просит Ллойда снова убрать ее меч, но когда она отдает его, ее полотенце соскальзывает. Она дает ему хорошую затрещину за то, что он случайно увидел слишком много, и Ллойд просто смиряется со своей участью. Вернувшись в лагерь, Ллойд начинает учить подростков пользоваться магией хранения, объясняя все просто и быстро, но почему-то у всех ничего не получается. Даже после нескольких часов практики они просто размахивают руками, как будто пытаются схватить невидимое мыло. Ллойд начинает сомневаться в себе, думая, что он должно быть плохой учитель, но остальные уверяют его, что им просто нужно больше времени, и они во всем разберутся.
Затем, ни с того ни с сего, Силика произносит слово хранения вслух, и заклинание наконец срабатывает. Вот тогда-то все и становится на свои места. В отличие от Ллойда, который может колдовать без заклинаний, остальным нужно ускорить заклинание, чтобы использовать его. Когда проблема решена, Силика к закату уже осваивает это заклинание. Когда Майк падает и огонь гаснет, в лесу воцаряется тяжелая тишина. Пока остальные спят, Ллойд дежурит рядом с тобой. Она тихо садится рядом с ним, потому что поблизости нет монстров, и тихо благодарит его за то, что он остался с ее хаотичной командой. Ллойд признается, что до того, как он присоединился к ним, у него дела шли не лучше. Затем Ю признается, что ей все еще неловко за то, что она втянула его во все это, не спросив, и Ллойд вспоминает, как она стала серьезной, когда появился их клиент. Ему любопытно, почему она так хочет довести миссию до конца. Ю тихо смеется и говорит, что это потому, что это напоминает ей о доме. Она рассказывает ему, что когда она была ребенком, орда монстров уничтожила всю ее деревню, и она была единственной, кто выжил. Воспоминания все еще преследуют ее, и увидев еще одну отдаленную деревню на грани разрушения, она почувствовала то же самое. Поскольку город отрезан от остального региона, если их поля будут уничтожены, у них закончится еда, и они не смогут получить помощь. Она не хочет, чтобы это случилось с кем-то еще. Прежде чем она успевает сказать что-то еще, Ллойд внезапно напрягается. Он чувствует, что что-то приближается, и тут же говорит Юну разбудить остальных. Они выходят из лагеря и вскоре замечают группу паларков, пробирающихся через подлесок, как и было сказано в задании. Пока они пытаются понять, куда направляются насекомые, Ллойд замечает второй рой, направляющийся прямо к ним. Он жестом приказывает остальным тихо отступить, но, конечно, ты наступаешь на сухую ветку, которая трещит громче грома. Звук эхом разносится по лесу, и 3 ближайших паука тут же оборачиваются. Не успев опомниться, группа бросается бежать, но их путь преграждает один паук, а еще 2 нападают с флангов. Они быстро достают оружие из хранилища и выстраиваются в плотный строй, когда липкая паутина летит на них со всех сторон. Пауки двигаются слаженно, и во время хаоса один из них даже хватает посох Силики. Группа ждет как в пошаговой игре, молча ожидая удобного момента. Как только пауки заканчивают свой залп, Ллойд выходит вперед и накладывает на весь отряд свою магию усиления. Теперь, переполненной энергией, Ю бросается на ближайшего монстра, с легкостью разрезая паутину. Кросс усиливает свои ноги и взбирается на дерево, чтобы вернуть украденный посох Силики. Когда он бросает его ей, Ю бросается под паука, отрубает ему половину ног и сбивает его с ног. Она уклоняется от следующей атаки и хватается за паутину, чтобы пролететь прямо к третьему пауку и разрубить его на куски в полете. Ллойд замечает брешь и зовет Кросса и Силику, чтобы они прикончили их. Силика выпускает огненный шар, который разделяется на 3, и каждый из них поджигает стрелы Кросса в полете. Когда стрелы попадают в цель, монстры вспыхивают пламенем. Когда пыль оседает, Ллойд тихо извиняется за то, что выкрикивал приказы, и готовится к тому, что ты его отругаешь. Вместо этого Дагус хлопает его по спине и говорит, что ему нужно чаще говорить, потому что он действительно хорошо руководит. Ты благодаришь его за спасение и поддержку, и это немного возвращает Ллойду уверенность. На следующее утро его настроение поднимается еще выше, когда его ученикам удается активировать магию хранения с первой попытки. На радостях Ю берет на себя инициативу и ведет группу вглубь леса, а Ллойд остается позади, все еще гадая, что могло привлечь столько монстров в это место. Той ночью Ллойд сидит один у костра и размышляет о странном поведении паларков. Весь рой двигался целенаправленно, направляясь в одном направлении, как будто их что-то звало. Как только он начинает погружаться в свои мысли, Ю подходит и спрашивает, действительно ли он собирается дежурить один. Силика следует за ним и предлагает дежурить по очереди, но Ллойд мягко говорит им обоим отдохнуть. Если что-то случится, он хочет, чтобы они были в полной боевой готовности. Ю хмурится и говорит, что он не должен все делать сам, но Ллойд настаивает, что это меньшее, что он может сделать после всего, что команда для него сделала. Но это только расстраивает ее еще больше. Прежде чем она успевает возразить, Силика легонько берет ее за руку и успокаивает, напоминая, что нужно доверять мнению Ллойда. Тем временем из палатки тихо выглядывают Даггерс и Кросс, слушая, но не произнося ни слова. На следующее утро группа углубляется в лес. И все еще выглядит обеспокоенной, особенно когда видит, что Ллойд во время перерыва один произносит незнакомое заклинание. Ей становится любопытно, и она подходит и спрашивает, что это такое. Ллойд отвечает, что это заклинание обнаружения, которое позволяет ему чувствовать близлежащие угрозы, но его радиус действия не так уж велик. Несмотря на это, он планирует использовать его в фоновом режиме, чтобы защитить всех от засад. Ю поражена и спрашивает, сложно ли поддерживать заклинание, но Ллойд качает головой и говорит, что у него все в порядке. Она спрашивает, может ли она чем-нибудь ему помочь, но он говорит, что нет, и Ю грустно уходит, а Ллойд стоит в замешательстве, не понимая, что он сказал не так. Позже той же ночью Ллойд снова дежурит один. Ты наблюдаешь за ним издалека, удивляясь, почему он никогда никому не позволяет помочь. Силика говорит ей не принимать это близко к сердцу. Их команде тоже потребовалось время, чтобы завоевать доверие, а Ллойд просто недооценивает себя. Юнань, но признается, что ей все еще интересно узнать о его прошлом. Силика говорит, что она с нетерпением ждет того дня, когда он наконец расскажет о своей крутой истории. Снаружи палатки Даггерс говорит Ллойду, что им нужно поговорить. Ллойд говорит, что не может оставить свой пост, поэтому Кросс подходит и предлагает дежурить вместо него. Дагус уводит Ллойда в лес и устанавливает небольшой будильник, который срабатывает, когда монстры приближаются. Он говорит, что так они защищались до того, как к ним присоединился Ллойд. Ллойд выглядит обеспокоенным и говорит, что не сможет использовать заклинание обнаружения, если будет спать. Даггерс пожимает плечами и говорит, что это нормально. Им не нужна магия для всего. Им нужно, чтобы их целитель хоть раз отдохнул.
Даггерс выглядит немного обиженным и спрашивает, неужели Ллойд ему не доверяет. Ллойд быстро говорит, что будильник надежный, и он просто хочет быть особенно осторожным. Но Дагус говорит то, о чем все думали. Ллойд всегда дежурит один, никогда не полагается на команду, и это всех напрягает. Ллойд не знает, что ответить. Он вспоминает, как Марин говорила, что он беспомощен в одиночку, а Аллан называл его обузой. Поэтому он признается, что старается изо всех сил, потому что не хочет никого подводить. Даггерс вздыхает и говорит, что именно для этого и нужны товарищи по команде. Никто не ждет от него совершенства. Смысл команды в том, чтобы прикрывать друг друга. Ллойд хлопает себя по лбу, понимая, как очевидно это звучит сейчас. Даус смеется и говорит, что не может поверить, что Ллойд дошел до этого, не поняв этого. Затем Ллойд тихо спрашивает, нормально ли иногда быть слабым звеном. Даус хлопает его по плечу и говорит, что он не слабый, он просто устал. В ту ночь Ллойд впервые ложится рядом с командой, которой он может доверять, и впервые тяжесть в его груди становится немного легче. На следующее утро Ллойд тихо подходит к тебе и, наконец, набирается смелости спросить, не могла бы ты принести ему воды. Как только она это слышит, ее лицо озаряется радостью, а Ллойд просто стоит и неловко улыбается. Не теряя ни секунды, она хватает ведро и тащит его за собой в лес, совершенно не обращая внимания на то, что все трое их товарищей по команде тайком крадутся за ними, сияя от гордости, как гордые родители, подглядывающие за первым свиданием своих детей. Далеко в роскошном каменном особняке шпион в плаще преклоняет колени перед своим фиолетово-волосым хозяином Майклом и докладывает о проделанной работе. Магические камни были установлены точно по инструкции, создавая идеальный след, который позволяет Майклу определить ключевое место на карте. Его глаза сужаются от интереса. Затем Майкл спрашивает о приключенцах, которые находятся в Иштаре. Шпион подтверждает, что большинство сильных были отправлены разбираться с нашествием монстров, как они и планировали. В городе остались только слабые бойцы, не считая отряда героев. Майкл щелкает языком и говорит, что жаль, что они не смогли полностью избавиться от героя. Но его улыбка возвращается. Ему не терпится посмотреть, как долго отряд героев сможет сдерживать то, что будет дальше. После этого Майкл приказывает своему шпиону сообщить клиенту, что их время наконец пришло, и на его уродливом лице появляется зловещая ухмылка. Тем временем в лесу Ллойд и остальные начинают замечать, что в лесу неестественно тихо. Кросс замечает, что странно, что они не встретили ни одного монстра с тех пор, как покинули лагерь. Ю пытается сохранять оптимизм и спрашивает, не благодаря ли магии Ллойда, но он объясняет, что его заклинание обнаруживает только монстров. Оно их не отпугивает. Это сразу же настораживает Даггерса, поэтому Ллойд расширяет радиус обнаружения. И тут он чувствует что-то опасное. Юи быстро спрашивает, что это, и Ллойд отвечает, что в 2 километрах впереди огромная орда. Кросс понимает, что они идут именно в том направлении. Прежде чем они успевают запаниковать, Юи просит сделать перерыв, потому что она все еще пытается осознать, что радиус обнаружения Ллойда такой большой. Он небрежно говорит, что это нормально для магов, но Силика смеется и говорит, что на самом деле он в 10 раз больше, чем у обычных магов. Ют чуть не уводит разговор в сторону, но Дагус возвращает их к теме. У них есть более серьезная проблема. Они спешат на ферму и обнаруживают, что количество монстров намного больше, чем было указано в первоначальном задании. Глядя сверху, Юи говорит, что никогда не видела столько высоких волков, собравшихся в одном месте, но Ллойда Мура беспокоит большая группа монстров, которых он больше не может обнаружить. Силика также отмечает, что в лесу много монстров, которые сильнее высоких волков, а значит, все эти существа ушли куда-то еще. Тут Ллойду приходит в голову идея, и он спрашивает тебя, не знаешь ли ты, где хозяин фермы, потому что он хочет задать ему несколько вопросов. Но она говорит, что мужчина получил травму и живет в городе со своим сыном. Тут Кросс замечает что-то в толпе и говорит всем, что видит странный камень в поле, а Силика и Юи ничего не видят. Услышав это, Ллойд произносит заклинание, чтобы увеличить изображение, и тоже видит огромный черный камень. После того, как Юи просит его использовать заклинание и на ней, он произносит его на всех. И у них у всех мурашки по коже от жуткой ауры, исходящей от него, которую Ллойд считает темной магией. Присмотревшись, он подтверждает, что это магия орков, редкая сила, которую некоторые орки используют для управления монстрами. Затем Ллойд что-то чувствует и снова использует свою магию обнаружения, только чтобы обнаружить, что еще одна огромная орда монстров направляется прямо к ним. На этот раз их тысячи. Он понимает, что магический камень был установлен специально, чтобы привлечь орду, и начинает думать, что это подозрительно. Что кто-то использует такой косвенный метод, чтобы уничтожить приключенцев. Кросс, чувствуя безнадежность, предлагает бежать, но Юи огрызается и отказывается бросать ферму. Кросс огрызается в ответ и спрашивает, неужели она серьезно думает, что они справятся с 1000 монстров, и она замолкает. Даггерс и Силика также отмечают, что даже если бы они хотели бежать, уже слишком поздно. Тогда Ллойд наконец уверенно говорит, что у него есть план. Первый шаг — уничтожить магический камень. Он смотрит на Кросса и спрашивает, сможет ли тот попасть в цель с такого расстояния. Кросс говорит, что не промахнется, но не уверен, что камень разобьется, и Ллойда это устраивает. Не теряя времени, Кросс прицеливается в кристалл, а Ллойд начинает произносить все известные ему заклинания усиления, усиливая и лучника, и его оружие. В тот момент, когда Кросс стреляет, стрела вспыхивает силой и разбивает камень одним ударом. Кросс поражен мощью выстрела, и Ллойд объясняет, что он наложил свою магию и на лучника, и на стрелу, чтобы усилить удар. От сообразительности Ллойда вся команда в шоке, но он пожимает плечами и говорит, что на самом деле он просто использовал несколько вспомогательных заклинаний. Так что настоящий герой Кросс, который уничтожил магический камень, как в американской школе.
После этого Юи замечает, что волки теперь нападают друг на друга, и Ллойд объясняет, что их инстинкты вернулись, как он и планировал. Его тактика снова поражает Юи, но он предупреждает ее, что орда монстров все еще движется прямо на них, даже без камня, который ими управляет. Не теряя времени, группа занимает позицию за пределами леса и готовится к нападению. Пауки, волки и всевозможные мерзкие твари выбегают из леса, и даже когда Силика и ты начинаешь паниковать, Ллойд спокойно говорит всем ждать, пока он не подаст сигнал. Они сжимают челюсти и держатся до последнего момента. Как только монстры бросаются на Силику, Ллойд кричит, и она взмахивает посохом, вызывая огненный смерч, который уничтожает все на своем пути. С восхищением наблюдая за этим, ты спрашиваешь, что Ллойд сделал с ее магией, и он небрежно отвечает, что просто усилил ее силу и сделал ее заклинания более эффективными. Затем он поворачивается к Силике и спрашивает, достаточно ли у нее маны. Она кивает и говорит, что может использовать еще 5 заклинаний. Ллойд говорит ей переключиться на магию победы и бросается к Кроссу, который ждал своей очереди, пока вся местность была окутана густым дымом от огня. Используя телепатию, чтобы соединить их разумы, Ллойд начинает передавать Кроссу точное местоположение каждого летающего монстра, скрытого в дыму. Теперь, когда он ясно видит летающих монстров, Кросс с легкостью сбивает их одного за другим. Ллойд быстро возвращается к Силике, чтобы завершить последний этап своего плана, но она говорит ему, что у нее совсем нет маны. Не раздумывая, он берет ее за руку и передает ей всю оставшуюся энергию. С помощью усиления Силика произносит последнее заклинание ветра, которое тушит пламя, распространяющееся по лесу, но от напряжения она падает без сил. Даггерс и Юи радуются, когда видят, что огонь гаснет. Они хвалят Силику за ее сообразительность и благодарят Ллойда за такую умную стратегию. Ллойд просто улыбается и говорит, что он просто делал все, что мог, чтобы поддержать команду. Пока Даггерс и Юи убирают последних монстров, Ллойд наконец позволяет себе отдохнуть. Он ложится на спину, смотрит в небо и думает о том, как много ему еще предстоит сделать. Даже такая битва, как эта, полностью его вымотала. В то же время синеволосый получеловек слышит крик похищенной девушки, но не успевает догнать демона и разочарованно кричит. Тем временем, когда вы с Даггером заканчиваете уборку, Ллойд делится своей теорией, что настоящая цель вдохновителя — город Иштар, и они попали прямо в его ловушку. Выпив несколько волшебных зелий, чтобы восстановить ману, он объясняет, что план состоял в том, чтобы выманить все лучшие отряды из Иштара и занять их монстрами снаружи. Кросс возражает, что в городе все еще есть герой и Орден Рыцарей, так что он не падет так легко. Тем не менее, Даггерс считает, что Ллойд прав, и Кросс признает, что темный магический камень был подозрительным. Услышав это, Юи говорит, что они возвращаются в город, поэтому Ллойд убирает зелье и достает свой посох, чтобы наложить на команду бафы скорости. С этими словами он мчится вперед на высокой скорости, и хотя Юи кричит ему, чтобы он подождал, она и остальные быстро понимают, что могут бежать так же быстро. Вернувшись в особняк, Майкл наслаждается напитком, когда появляется похититель демонов, который является его клиентом, явно раздраженный тем, что Майкл так его называет. Майкл ухмыляется и говорит, что титул 4 небесных королей звучит не очень хорошо. Не обращая на это внимания, Гист сообщает ему, что их силы приближаются к Иштару, и все идет по плану. Майкл ухмыляется и говорит, что их победа практически гарантирована благодаря девушке, и Гист соглашается, что они должны держать ее на своей стороне, несмотря ни на что. С легкой ухмылкой Майкл говорит, что она — ключ ко всему плану, и Гист решает довериться человеку, известному как правая рука повелителя демонов, даже если он не до конца понимает, что замышляет. Майкл отвечает, что с радостью продолжит помогать, пока ему платят. С этими словами Галист уходит, а Майкл направляется к девушке, прикованной в темном подвале. Как всегда, он просит ее одолжить ему свою силу, пока готовит зелье для усиления ее магии, и начинает играть музыкальный плеер, работающий на темном магическом камне, вероятно, чтобы контролировать ее разум. Тем временем в лесу Ллойд и его команда пробегают большое расстояние, прежде чем устают, поэтому они останавливаются и разбивают лагерь, чтобы восстановить силы. Кросс говорит, что они уже близко к городу, и после того, как Силика выпивает зелье, она задается вопросом, не слишком ли Ллойд себя нагружает. Ведь заклинания бафы сжигают много маны. Услышав это, Ллойд соглашается, но говорит, что хотя это слишком утомительно, он нашел способ использовать их более эффективно. Силика интересуется, как давно он этим занимается. Томми рассказывает, что когда его хозяин оставил его в горах, чтобы он сам нашел дорогу домой, он понял, что не сможет выжить, используя только исцеляющую магию. Поэтому ему приходилось постоянно использовать магию усиления, чтобы выжить. Услышав это, Юи думает, что он прошел через очень тяжелую тренировку, но Ллойд просто вздыхает и говорит, что это обычный метод. Он оказался довольно эффективным. Тем не менее, Юи говорит ему, что это ненормально, и когда Силика соглашается, что это довольно необычно, он удивляется, узнав, что даже его тренировки были особенными. Но это логично, ведь в детстве у него не было таланта. После этого он говорит девочкам, что будет усерднее работать, чтобы не отставать от таких сранговых, как они, и стать полезным. Что заставляет вас беспокоиться, что он снова себя недооценивает. После короткого перерыва Ллойд снова накладывает на всех усиление скорости, но Юи спрашивает его, почему он все еще здесь. И он объясняет, что осторожничает, чтобы заметить любую опасность поблизости с помощью своей магии обнаружения. Затем они все бегут по высокой траве, и охранники, патрулирующие за пределами города, в замешательстве видят, как птицы внезапно улетают из леса, потому что к ним приближается что-то быстрое. Пока Ллойд и остальные мчатся вперед, Силика снова восхищается удивительными способностями Ллойда, а Юи радуется, что она может бежать в 10 раз быстрее и при этом не запыхаться. Однако Ллойд внезапно останавливается, и все врезаются в него один за другим.
Кросс спрашивает его, что случилось, и он объясняет, что обнаружил что-то еще, кроме монстров. Силика думает, что это могут быть охотники, но говорит, что у него плохое предчувствие. Поэтому он говорит всем идти в город и обещает догнать их, когда все проверит. Услышав это, Юи настаивает, чтобы все пошли с ним, хотя он говорит, что собирается только проверить. Но она беспокоится, что Ллойд не сможет дать отпор, если там будут сильные монстры, и у него не остается выбора, кроме как согласиться. Силика и Кросс говорят, что они команда, а члены команды всегда помогают друг другу. В это время 4 культистов стоят вокруг зеленого шара на столе и молятся чему-то злому, держась за руки. Снаружи Ллойд приводит всех в хижину, где он уловил сигнал демона и кого-то еще. Юи шокирован, когда он говорит «демон», и вспоминает, как Дакс сказал ему, что магическая нация демонов долгое время молчала, так что они, возможно, замышляют что-то зловещее. Затем он вспоминает общеизвестный факт, что демонам запрещено входить в 3 основные страны, и Юи интересуется, почему он не помнит, как демоны вели войну с 3 странами. Тогда Ллойд признается, что у него нет воспоминаний о детстве, и к тому времени, когда его хозяин нашел его, война уже закончилась. Силика догадывается, что он, возможно, сирота войны, и Юи чувствует себя неловко из-за того, что заговорила об этом. Однако Ллойд говорит ей не волноваться и сосредотачивается на хижине, где происходит что-то подозрительное. Кросс говорит, что они должны сообщить об этом городской страже, когда вернутся, но Ллойд хочет узнать больше, прежде чем они это сделают. Хотя это рискованно, он говорит, что чувствует внутри ту же силу, что и от магического камня, который они видели раньше, что может означать, что за нападениями монстров и, возможно, даже за вторжением в город стоят демоны. Это делает риск, на который они идут, еще более важным, и Юи соглашается, что они не могут просто вернуться сейчас, потому что их долг — остановить демонов, пока все сосредоточены на защите города. В этот момент остальные молча смотрят на нее, потому что она давно не вела себя как настоящий лидер. Сказав это, они медленно подходят к хижине и подкрадываются к окну. Но, похоже, внутри никого нет. Увидев это, Ллойд снова включает детектор и замечает, что цели находятся под землей. После того, как он ведет их в нужное место, Дакс говорит, что им нужно найти путь вниз. Кросс просто спрашивает Силику, может ли она использовать магию Земли. Пока демоны внизу продолжают молиться, Ллойд накладывает на команду усиление, а Силика накладывает песчаную яму, из-за чего потолок подземной комнаты обрушивается на группу демонов. Юи быстро врывается внутрь и приставляет меч к шее одного из них, спрашивая, кто они такие и что планируют делать в их стране. Внезапно другой маг бросает в нее камни, но она отбивает их, даже не вспотев. Кросс стреляет в нападавшего, а Ллойд снова усиливает Силику, позволяя ей наложить песчаную яму на обломки, за которыми они прячутся. Однако один из культистов бросает в нее камни, и Даксу удается вовремя ее защитить. Не имея другого выхода, один из мужчин убегает и запирает за собой дверь, пока остальные пытаются напасть на Юи сзади. Но Кросс стреляет им в ногу, позволяя ей быстро прикончить их, остается только один. Где-то неподалеку демон заворачивает девушку-полукровку в кокон и уносит ее. Но Юи выбивает дверь, прежде чем он успевает сбежать. Она бежит за ним вверх по лестнице и благодаря усилению Ллойда опережает его, а остальные следуют за ней, чтобы отрезать ему путь к отступлению и посмотреть, что внутри кокона. Когда он в панике убегает, Юи преграждает ему путь, и, оглянувшись, он понимает, что бежать больше некуда. Ллойд говорит ему сдаться и начать говорить, но демон отвечает, что ему нечего сказать, и начинает читать мощное заклинание. Увидев это, Ллойд быстро ставит барьеры над командой, которые защищают их от молнии и отражают ее обратно в заклинателе. После этого мужчина бросает кокон, и Ллойд замечает, что девушка внутри похожа на орка. Вернувшись в хижину, Юи расстраивается, что они не смогли получить никакой полезной информации от демона, и когда Дакс спрашивает, может ли девушка что-то знать. Силика замечает, что она, вероятно, из лесной империи, поэтому вряд ли она работала с демонами. После этого Ллойд пытается ее вылечить, и девушки снова удивляются силе его исцеляющей магии. Он говорит, что сам создал эту модифицированную версию. Увидев, что Силика в шоке, он объясняет, что Марин постоянно модифицировала заклинание. Вскоре девушка медленно открывает глаза, и Юй быстро подбегает к ней и начинает засыпать ее вопросами, из-за чего девушка не знает, что ответить. Через некоторое время девушка говорит, что ее зовут Куреха, и когда Юй спрашивает, почему демоны ее схватили, Куреха колеблется. Тогда Ллойд вмешивается и объясняет, что они авантюристы, которых послали защищать ферму от монстров, и именно там он почувствовал магию орков. Затем он смотрит ей в глаза и говорит, что слышал, что орки могут использовать магию, чтобы управлять монстрами, и спрашивает, не от нее ли исходит та сила, которую он почувствовал. Кирана без колебаний подтверждает это. Тем временем городская стража находит в лесу большой магический камень, и как только один из них прикасается к нему, в кустах появляются десятки светящихся глаз монстров. Первого стражника атакуют и съедают монстры, а второй едва успевает убежать, за ним гонится стая волков. Вернувшись в хижину, Лой снова спрашивает Курею, действительно ли она может управлять монстрами, и ее ответ беспокоит его, что такая опасная магия действительно существует и попала не в те руки. Когда он спрашивает, заставляли ли ее демоны использовать эту магию, она кивает, что подтверждает их план. Демоны хотели использовать силу Курехи, чтобы создать армию монстров и захватить Истар, получив идеальную базу для расширения по всему континенту. Услышав это, Юи начинает думать, что они уже опоздали, но Ллойд отказывается терять надежду.
На обратном пути он извиняется перед Курехой за то, что втянул ее в это, но она говорит, что просто рада наконец-то освободиться из тюрьмы. Когда они отдыхают на холме с видом на город, Ллойд снова использует детектор и чувствует, что огромная орда монстров направляется к Истару. Но это еще не все. Он также обнаруживает огромную армию, идущую за ними, поэтому, когда Юи спрашивает, что делать, он поворачивается к Курехе и спрашивает, может ли она помочь предупредить город. Увидев это, все гордятся тем, что Ллойд наконец-то научился полагаться на свою команду. Он накладывает на них усиление, и они бегут к Истару так быстро, как только могут. Тем временем в королевстве Ален в ярости из-за того, что все новые маги, поддавшие заявки в отряд героев, полный отстой, потому что они даже не могут использовать базовую магию хранения, как Ллойд, и девушки соглашаются, что они едва могут использовать два заклинания одновременно. Актер Алан смеется над тем, что они все бесполезны. Лена предполагает, что, возможно, Ллойд был особенным, но герой громко смеется, думая, что это невозможно. Сказав это, Лулу спрашивает, что им делать, и в этот момент в комнату врывается рыцарь и сообщает герою, что патрульные стражники предупредили их об армии из более чем 10 монстров, приближающихся к Истару. Услышав это, все в шоке, но Алан самодовольно уверяет рыцаря, что пришло время показать, почему его называют героем. Когда рыцарь уходит, Шина тихо спрашивает, уверен ли он, и Алан хвастается, что давно хотел показать свою силу, что серьезно беспокоит девушек. Вернувшись в лес, Алан и Куреха находят вторую часть армии монстров, и он понимает, что эта сила может быть даже больше, чем та, что сейчас атакует Истар. У города нет шансов, если обе армии нападут с двух сторон, поэтому отправить остальных с докладом было правильным решением, и теперь ему нужно уничтожить монстров. Услышав это, Куреха жалеет монстров и спрашивает, можно ли сделать это, не причиняя им вреда. Объясняя, что они находятся под контролем демонов с помощью ее магии, и она не хочет, чтобы невинные существа пострадали из-за нее. Ллойд удивлен тем, как сильно она заботится о монстрах, и соглашается найти решение с наименьшими потерями. Бенди спрашивает, может ли ее магия отправить их обратно, но она говорит, что их слишком много, но она думает, что это возможно с помощью его магии поддержки. После этого она начинает произносить заклинания, а Ллойд тоже готовится, но Куреха внезапно останавливается, говоря, что ее магию что-то прервало в лесу. С другой стороны, Алан оскорбляет всех авантюристов, собравшихся в гильдии, чтобы защитить город, называя их слабыми, затем шутит, что они могут быть полезны как пешки. И предупреждает, чтобы они не мешали ему, из-за чего один мужчина злится, пока его друг не останавливает его, а Алан снова называет его тупым, чтобы позлить. В этот момент появляется менеджер филиала и напоминает всем, что настоящий враг — это монстры, поэтому у них нет времени на ссоры, и Алан встает, чтобы объявить о своем гениальном плане. Во-первых, все маги должны с самого начала выложиться по полной и уничтожить по крайней мере 10 монстров, каждый героя, а нападающие будут сдерживать Орду. Пока маги не восстановят свою магическую силу, и он считает, что если они повторят этот процесс, то монстры будут уничтожены в мгновение ока. Но сомневающиеся взгляды на лицах всех говорят об обратном. Алан спрашивает, в чем проблема, и один из магов говорит, что ее магия не настолько сильна, а другие признают, что их самое сильное заклинание может уничтожить максимум одного монстра. Это приводит Алана в ярость, и он кричит, что это меньшее, что они могут сделать. Но тут Мия тоже говорит, что ее магическая сила недавно стала намного слабее. Алан в шоке от этого и требует объяснить, почему она не сказала об этом раньше, но Мия говорит, что с тех пор все девушки борются со своей магией. Когда он спрашивает, когда это началось, Лулу предполагает, что это произошло примерно в то время, когда Ллойд ушел, и Ален сразу же обвиняет девушек в том, что они его обманули. Но Лена отвечает и обвиняет его в том, что он слишком занят, играя в героя, и никогда не приходит на тренировки. Все возмущены тем, что герой бездельничает, и это злит его, но Лена снова критикует его, из-за чего он выходит из себя и со всей силы бьет ее кулаком. Но Лена легко останавливает его и спокойно советует ему уже уволиться. Оглядевшись и увидев, что все смотрят на него холодно, Алан выбегает, плача и крича, что они сами по себе. Лена даже не вздрагивает, а другие девушки чувствуют себя виноватыми и бегут за ним. Авантюристы ошеломлены тем, что герой совсем не похож на легенду. Как только они начинают думать, что им нужно покинуть город и бежать, Лена привлекает их внимание, объявляя, что она ушла из отряда героя. А затем просит их присоединиться к ней в предстоящей битве. Ее харизма мгновенно покоряет их, но прежде чем рассказать им свой план, она сначала спрашивает, знает ли кто-нибудь из них белого мага по имени Ллойд. В то же время Ллойд и Кира находят волшебный камень, который мешает ее заклинанию. Когда он спрашивает, нужно ли просто разбить его, она соглашается, но объясняет, что проблема в том, что их, скорее всего, гораздо больше, и она не сможет полностью контролировать монстров, пока не уничтожит их всех. Услышав это, она говорит Ллойду, что, возможно, сможет определить их местоположение, если подойдет достаточно близко. Но сама территория слишком велика, чтобы она могла быстро ее осмотреть. Тогда Ллойд удивляет ее своей блестящей идеей использовать заклинание обмена мыслями, чтобы увеличить радиус ее восприятия до размера его сломанного заклинания обнаружения. После этого он снова поражает ее, используя свою магию невидимости, скромно признаваясь, что она не очень хороша. Потому что даже слабый удар может ее рассеять, из-за чего Кира всерьез сомневается, что он вообще человек. После этого они незаметно подкрадываются к первому волшебному камню и уничтожают его, из-за чего все монстры поблизости сразу же уходят. Когда они идут к следующему, армия авантюристов стоит у морских стен рядом с гигантским рвом, готовая защищать Иштар ценой своей жизни.
Рыцарь спрашивает менеджера гильдии, действительно ли он думает, что этот план сработает, но старик просто отвечает, что верит в мальчика, о котором говорила Лена. За несколько часов до этого она объявила перед всеми, что настоящим ядром отряда героя был не святой Шинан, и не так называемый герой, а скромный белый маг по имени Ллойд. Авантюристы в замешательстве, потому что Ллойд должен был быть бесполезным помощником. Поэтому они спрашивают, почему его выгнали из отряда героя. Лена признает, что ее отряд был ослеплен титулом героя, поэтому они никогда не задумывались, что их легкие победы были благодаря магии Ллойда. И думали, что это их собственная сила. Менеджер гильдии, который лично видел героя во всей красе, спрашивает, была ли впечатляющая сила, которую он видел, полностью благодаря магии и поддержке Ллойда. И Лена подтверждает это. Услышав о его талантах, авантюристы вновь обретают надежду, и после того, как Лена говорит, что они обязательно победят с помощью Ллойда. Она снова спрашивает, знает ли кто-нибудь, где он. В этот момент менеджер объясняет, что он следит за каждым отрядом в гильдии, и Ллойда сейчас нет в городе, потому что он выполняет задание с ранга по уничтожению монстров на ферме, до которой несколько дней пути. Однако Лена считает, что он может использовать свою магию, чтобы сократить время в пути, поэтому она просит всех верить, что он придет. Вот почему менеджер считает, что все согласились с ее планом, хотя от этого зависит жизнь их семей. В этот момент появляется орда монстров, и Лена приказывает всем готовиться к битве. Сначала отряд лучников обстреливает монстров, пересекающих ров, а отряд щитоносцев оттесняет их, позволяя магам использовать огненную магию, чтобы поджарить монстров заживо. А затем использовать водную магию, чтобы смыть монстров и расширить рвы. Позже, той же ночью в лесу Ю думает, что Иштар уже близко, и спрашивает, остались ли у них силы, но Кросс, Даггерс и Силика совсем не устали, потому что магия Ллойда все еще действует. Затем Силика упоминает, что Ллойд все еще сражается, чтобы защитить город, поэтому они тоже не могут позволить себе передышку, и команда Ю снова отправляется в путь. Тем временем Ллойд и Куреха добираются до последнего волшебного камня, окруженного высокими волками и кровавыми пантерами, но Куя умудряется уничтожить кристалл, не будучи замеченным. Однако в этот момент монстры начинают рычать друг на друга, и Куреха понимает, что она была неосторожна, потому что кровавые пантеры и высокие волки. Заклятые враги, которые скорее будут сражаться друг с другом, чем вернуться домой. В этот момент камень опрокидывается, и легкий удар рассеивает заклинание невидимости Ллойда, заставляя ее думать, что она стрелок. Однако Ллойд использует фейерверк, чтобы привлечь их всех к себе. Тем временем Лена и рыцари изо всех сил пытаются сдержать монстров, но один из рыцарей подбегает к ней и сообщает, что одна из их линий обороны вот-вот будет прорвана. Что еще хуже, измученные рыцари видят, что на них надвигается еще одна гигантская орда, но прежде чем монстры успевают напасть. Огромный огненный смерч мгновенно сжигает их всех дотла, и все радуются, что наконец-то прибыл отряд с ранга. В то же время Лой ослепляет зверей вспышкой света, уклоняясь от их атак с помощью физического усиления, но он знает, что долго не продержится. Когда Корео с тревогой наблюдает за ним, до нее внезапно доходит, что он вообще не нападает на них, потому что обещал ей не причинять вреда монстрам, как она просила. Как только Ллойда схватили и вот-вот проглотят целиком, она начинает петь песню, которая мгновенно успокаивает ярость монстра. Когда они собираются уходить, Ллойд спрашивает, что это была за магия, но Корео объясняет, что она просто попросила их уйти. Оказывается, ее сила не контролирует монстров напрямую, а позволяет ей говорить с ними напрямую. Ллойд благодарит ее за спасение его жизни, но она говорит, что это он спас ее, и он упоминает, что им нужно поскорее добраться до Иштар. Вернувшись в город, Кросс и лучники обстреливают монстров сверху, а Ю и Дагас помогают удерживать линию фронта, а Силика взрывает поле боя своей мощной магией. Но этого все равно недостаточно, потому что линия фронта истощена, а у лучников и магов быстро заканчиваются стрелы и зелья маны. Даже Кросс и Силика начинают терять надежду, но Лена призывает всех не сдаваться, но рыцари рядом с ней быстро оказываются в меньшинстве. И волк подкрадывается к ней сзади, ранив ее руку. Вскоре линия фронта прорывается и начинается хаос, подрывающий боевой дух всех. Но в этот момент по полю боя разносится песня Куры, усиленная магией Ллойда, и разъяренные монстры внезапно разворачиваются и уходят. Когда Курия заканчивает, Ллойд беспокоится, что она вот-вот упадет в обморок, и она говорит, что у нее просто закончились силы. Он признает, что ее способность воздействовать на такое количество монстров одновременно невероятна, но она говорит ему, что это было бы невозможно без его магии. И спрашивает, что именно он сделал. Он объясняет, что просто использовал многослойную поддерживающую магию и уверяет Курею, что именно ее сила позволила им спасти всех монстров. Услышав это, она говорит, что ее настоящее имя — Клэр. Ллойд говорит ей, что она, должно быть, скрывала это по какой-то причине, но она расскажет ему позже, потому что сейчас им нужно позаботиться о големах, которые идут к городу. Вернувшись в свой особняк, Майкл уверенно пьет вино, говоря, что город уже должен быть разрушен, но его подчиненный врывается, чтобы сообщить что-то срочное. И он ухмыляется, думая, что его план удался. Но посыльный сообщает ему, что все монстры просто вернулись домой, что шокирует Майкла до глубины души. В то же время Ллойд подтверждает, что големов послали демоны, и после того, как он усиливает ее, они вдвоем бегут к городу через големов, которые, кажется, стали сильнее. Чтобы пересечь траншею, он внезапно хватает ее и перепрыгивает с впечатляющим прыжком, который всех ошеломляет. Увидев его, Ю и Дагас поздравляют его с тем, что он прогнал монстров,
Но он говорит, что за всем этим стояла Клэр. Услышав, что он назвал ее Клэр, Ю удивляется, потому что ее зовут Куреха. Но она не обращает на это внимания, думая, что ослышалась в первый раз. В этот момент у него подкашиваются ноги, и Силика думает, что это из-за того, что он слишком много использовал свою магию, а Дагас говорит ему немного отдохнуть. Но Ллойд отказывается отдыхать, пока город не будет в безопасности. 3 рыцаря Ордена прибывают, чтобы поприветствовать его, и удивляются, увидев получеловека. Ллойд просит рыцарей позаботиться о ней, а затем благодарит Клэр за ее бесценную помощь, и она благодарит его за спасение. Затем капитан улыбается и говорит, что Ллойд — их единственная надежда, а Лена говорит ему, что Алан выбыл из боя после небольшой ссоры с ней на глазах у всех в гильдии. Это пугает Ллойда, потому что на кону стоит жизни людей, если герой не защитит город, но Лена сердито говорит, что Алан никогда не был героем. В этот момент у нее болит рана, и он быстро использует свою мощную исцеляющую магию, чтобы она исчезла. Но это так его истощает, что он снова чуть не падает в обморок. Видя, как он измотан, Лена застенчиво говорит ему, что команда героев была сильнее только с ним, и теперь она чувствует себя виноватой, что не остановила их тогда, и извиняется за это. Однако этот трогательный момент прерывают големы, которые заполняют траншею. Думая, что их осталось немного, Ллойд сокрушается, что это необычные големы, и рыцари храбро атакуют, но их отбрасывает назад, а мечи ломаются пополам. В этот момент маги и лучники используют свои самые сильные атаки, но огонь поглощается, а стрелы отскакивают, как зубочистки. Все понимают, что големы слишком сильны и начинают отступать, но Ллойд говорит, что может усилить всех сразу. Ю и остальные напоминают ему, что их десятки. Но он говорит, что освоил свою роль и может усилить каждую группу по очереди. С этими словами он накладывает свою магию поддержки на всех и падает, включая группу Ю, но предупреждает, что эффект продлится недолго. Ю на мгновение теряется, а потом забирается на башню, чтобы объявить, что Ллойд наложил на всех магию поддержки, и теперь у них есть силы дать отпор. Один из рыцарей сомневается в ее словах, но Лена спасает его от удара, и Ю прыгает на голема, чтобы разрубить его пополам одним ударом. После этого Лена подбадривает всех, и их боевой дух поднимается, когда они начинают верить в свои силы. В то же время Ллойд приказывает Кроссу поддержать отряд магов, а Дагас идет защищать Силику на передовой. Он снова чуть не падает в обморок, но менеджер гильдии приказывает рыцарю увести его, а Кросс оставляет лучников, стреляя в големов огненными стрелами. Стоя впереди, Силика уничтожает всех големов в поле зрения своим пламенем С-ранга. И пока идет битва, Ллойд наблюдает за ними сверху и подбадривает их. Через несколько часов остается только один голем, но он ломает меч авантюриста и отбрасывает его в сторону. Вы с Ллойдом понимаете, что магия поддержки закончилась, и когда голем приближается к городским воротам, Ю пытается его остановить. Но Дагас отталкивает ее и в одиночку защищает от гигантского кулака. Из последних сил Ллойд отдает его Юи и усиливает ее меч. Пока Лена и Дагас сдерживают удар голема, Юи подбегает к нему и одним ударом добивает его. Затем, когда она стоит и думает, что все наконец закончилось, все празднуют победу, а Ллойд падает на холодный каменный пол. Наблюдая издалека, можно заметить, что Ллойд стал намного успешнее, чем когда был в команде героев. Тем временем в особняке Майкла Великий Демон врывается в его кабинет, готовый раздавить его, но Майкл уже обманул его. В отчаянии демон разбивает стол лжеца и крушит все вокруг. Понимая, что кто-то тайно разрушает его планы, он клянется отомстить. Вернувшись в город, Ллойд просыпается в гостинице, и Ю заходит к нему, радуясь, что он очнулся после целого дня сна. Услышав это, Ллойд расстраивается, думая, что он все еще недостаточно силен, но Ю прерывает его сомнения, открывая дверь, за которой собралась огромная толпа горожан, чтобы поблагодарить его. Ллойд паникует и закрывает дверь перед их лицами, боясь оказаться в центре внимания. Это злит тебя, и ты сама открываешь дверь. Но Ллойд выпрыгивает из окна и бежит так, будто от этого зависит его жизнь. Тем временем у Марин дверь распахивается еще до того, как Уилл успевает постучать. Но он не слишком удивлен, когда она объясняет, что это мера безопасности против подозрительных парней в капюшонах вроде него. Лили называет его призрачным алхимиком, но он объясняет, что давно перестал делать зелья и теперь работает детективом. Марин рада видеть его после стольких лет и спрашивает, как дела у Ллойда, на что Уилл в шутку отвечает, что команда героев давно его выгнала. Но он быстро добавляет, что беспокоиться не о чем, потому что Ллойд уже присоединился к команде С-ранга. Тор и Лили удивляются, что застенчивый парень смог так далеко продвинуться, а Марин говорит, что неудачи тоже своего рода тренировка. Уилл улыбается ее словам, а затем сообщает, что у него есть интересные новости о Ллойде. Вернувшись в город, Ллойд прячется в тени, наблюдая за горожанами, пока ты и остальные наконец не ловят его. Он спрашивает, почему все гоняются за ним, как сумасшедшие. Кросс и Силика уверяют его, что не хотят готовить его на ужин, а просто хотят выразить благодарность, потому что без его поддержки город был бы обречен. Услышав это, Ллойд вздыхает, думая, что он лишь немного поддержал тех, кто сражался, но ты и Дагас слегка раздражаетесь из-за его глупых высоких стандартов. А Лена говорит ему больше верить в свои силы, что заставляет его задуматься.
Вернувшись в школу Марин, она объясняет, что Ллойд слишком скромный и не понимает, насколько он силен на самом деле, из-за чего некоторые люди хотят ударить его в живот. Но Марин улыбается, потому что, по крайней мере, он никогда не станет самоуверенным, как она когда-то. На городской площади люди начинают аплодировать, увидев Ллойда. И он смущается, думая, что они должны аплодировать рыцарям и искателям приключений, которые рискуют жизнью, защищая город. Но ветеран из рыцарского ордена утверждает, что Ллойд сделал их достаточно сильными, чтобы спасти всех, и толпа чествует его новым титулом Героя Иштар. Пока он пытается переварить такую огромную честь, Дагус с широкой улыбкой заставляет его принять ее. Ллойд сдается и говорит, что постарается насладиться этим днем, хотя Ю напоминает ему, что главное — расслабиться. В то же время бывший герой-блондин злится, узнав, что Ллойда объявили героем. Но чайно напоминает Алану, что он все равно потеряет свой титул, отказавшись защищать город во время чрезвычайной ситуации. Алан сердито кричит, что он это уже знает, и, увидев испуганные лица девушек, решает, что им нужно покинуть город, и говорит им собирать вещи. Потому что он не будет жить там, где такого никчемного белого мага, как Ллойд, чествуют как героя. Девушки на мгновение колеблются, но в конце концов тихо следуют за ним. Тем временем Лили ошеломлена, когда Му сообщает, что мечница из команды Ллойда всего 17, и что вся его команда состоит из таких же редких талантов, как она. С этими словами бывшие члены легендарной команды поднимают тост за его успех, и Уилл говорит, что для него большая честь снова встретиться со своими друзьями. Но Лили в глубине души знает, что он уже ждал этого дня, чтобы почтить память Сейбел. Сказав это, Уилл внезапно становится серьезным и говорит, что демоны провалили свой план по контролю над монстрами с помощью магии орков и завоеванию Иштар. Но он задается вопросом, почему они решили напасть именно в это время. Марин просит его поделиться своими мыслями, и Уилл предполагает, что это может быть связано с возвращением короля демонов. Она взрывается от гнева и кричит, что он давно должен был умереть после разрушительного магического взрыва. Она отказывается верить, что он мог воскреснуть после такой жертвы, потому что это сделало бы смерть Сейбел бессмысленной. Но Тор вмешивается и говорит ей успокоиться, потому что пока ничего не подтверждено. И они должны перестать паниковать и вместо этого сосредоточиться на том, что они могут сделать с будущим, которое доверила им Сейбел. В то же время Ллойда и остальных приглашают в особняк лорда, где их встречает вежливый мужчина и приглашает внутрь. Там вы сразу же видите Клэр, и когда ее тоже приглашают, мужчина поправляет ее, говоря, что Клэр — его особая гостья, а затем представляется как лорд Абель Лукас. Все они шокированы и смущенно признаются, что думали, что Эдвин просто дворецкий или что-то в этом роде. Силика объясняет их замешательство, говоря, что они слышали, что лорд этого домена правит уже больше 10 лет, так что он должен быть намного старше. Абель смеется и говорит, что он серьезно заботится о своей внешности, чтобы выглядеть моложе, и Ллойд вспоминает, что Марин тоже выглядит слишком молодо для своего возраста. И задается вопросом, существует ли магия красоты. Абель обещает, что с удовольствием научит их магии молодости в другой раз, но настаивает, что у них есть более важные дела, которые нужно обсудить насчет Клэр. Тем временем, в Лесной Империи мальчик-получеловек по имени Сириан смотрит вдаль и думает, где может быть Клэр, когда внезапно вбегает солдат и сообщает, что они, наконец, нашли ее след. Вернувшись в особняк Абеля, Ллойд ошеломлен, узнав, что Клэр — вторая принцесса Империи, и она смущенно признается, что именно поэтому до сих пор скрывала свое настоящее имя. Затем Абель спрашивает группу, что они думают об уникальной магии Клэр, и Ллойд честно отвечает, что она одновременно впечатляет и пугает, потому что ее легко можно использовать во зло. Абель соглашается и объясняет, что именно поэтому они должны любой ценой защитить ее от демонов. Он говорит, что Империя отчаянно ищет ее, но хочет, чтобы ее спасители лично сопроводили ее в столицу их королевства. Это всех смущает, потому что обычно авантюристам не доверяют сопровождать принцессу. Это обязанность рыцарей. Абель объясняет, что именно поэтому, если в этом не будут участвовать рыцари, демоны с меньшей вероятностью узнают об этом. Команда соглашается на миссию, и Клэр просит их перестать относиться к ней с опаской только потому, что она принцесса. Ю небрежно пожимает ей руку, как будто ничего не изменилось, и они отправляются в Империю.